Ребятки, всем привет! Сегодня мы опять вернемся к теме конусной резьбы. Вы помните, как-то я уже пытался это сделать. Даже специально для этого изготовил приспособление, универсальный вращатель. Оно работает не совсем так, как я хотел, не хватает мощности. Нужно было заказывать шаговый двигатель с редуктором. Я это еще сделаю. Ну а сегодня я попробую расширить функционал своего станка другим способом. Вот с помощью вот этого гибкого вала с AliExpress. Сейчас визуализирую вам свою идею. Задумка выглядит примерно так. Хочу соединить через шестерни основной ходовой винт с ходовым винтом малой продольной подачи. Чтобы можно было выставить любой шаг резьбы, также выставить необходимый мне угол и нарезать конусную резьбу. Шаг ходового винта у меня составляет 6 мм, а вот шаг ходового винта малой продольной подачи 3 мм, поэтому мне нужно добиться, чтобы он вращался в 2 раза быстрее. Иначе будет нарезаться просто некорректный шаг резьбы. Поэтому в этом месте я планирую расположить блок с шестернями. Основную я закреплю на ходовом винту, и будут еще 2 шестерни с меньшим количеством зубьев, в 2 раза меньше, чтобы они вращались в 2 раза быстрее. И нужны именно 2 шестерни, чтобы сохранить вращение в ту же сторону. И отсюда будет уже идти гибкий вал. Изготовление настоящих шестерен мне пока недоступно, потому что 676 еще в нерабочем состоянии. Но обещаю, в январе я уделю ему 2 недели, это точно. Поэтому шестерни мы с вами сегодня будем печатать с помощью моего нового небольшого помощника. Недавно пришла мне посылочка от фирмы Quiddy, 3D принтер iMates. В общем, проверим работоспособность идеи. Если все получится, может быть, даже эти шестерни мы потом отольем из металла. Ну, посмотрим, как пойдет. Очень доволен его старшим собратом. 3D принтер Xmax замечательно печатает нейлоном. Кто не видел видео, вот вам подсказочка. К тому же он очень тихий, что для моей мастерской очень важно для съемок видео. И чтобы постоянно не менять печатающую голову под другие пластики, было принято решение обзавестись 3D принтером той же фирмы, только поменьше, как раз таки для печати PLA, PG. В общем, посмотрим, как он себя проявит. Принтер поставляется уже полностью собранным и готовым к печати. Остается настроить только уровень стола. Direct экструдер с соплом 0,4 мм. В комплекте есть еще один экструдер с соплом 0,2 мм для более точной и детализированной печати. Как и на старшем собрате, здесь 3 точки регулировки, 3 регулировочных винта. Теперь давайте переместимся в программу 3D моделирования Fusion 360. Я вам покажу, что я разработал. Установил катушку серого PLA пластика. Сейчас посмотрим, как печатает iMate S прямо из коробки. Из настроек только уровень стола. В печати шестерен у меня уже есть определенный опыт. Печатал даже нейлоном на старшем собрате. Все получается хорошо. В принципе, всегда я печатал соплом 0,4 мм. Сейчас и стоит такой экструдер с таким соплом. Может быть, потом попробуем экструдер для более точной детализации с соплом 0,2 мм. Ну а пока поехали. Снял защитную крышку, и сейчас моя задача просверлить отверстие, нарезать резьбу для фиксации шестерней. А я пока время тоже не теряю, делаю корпус, в котором будет установлена шестерня с подшипником. Вот нарезаю резьбу. Уже под подшипник я проточил. Так что дело идет. Ну, работает довольно-таки тихо, но немного шумнее, чем
большой принтер. Драйверы шаговых двигателей здесь TMC 2209. Без фрезы никуда. Никуда. О! Все. Допечаталось. Отрывается довольно-таки тяжело. Может, я не с той стороны вообще печатаю? Может, нужно с этой? При печати ПЛА пластиком боковые панели и верхнюю крышку прозрачную нужно снять. Кстати, магниты здесь довольно-таки слабые, малейшее касание изнутри, и они выпадают. Можно было магниты поставить и посильнее. И еще один минус тут был. Я намучился. Эти боковые панели прозрачные почему-то были заклеены наклейками. Я их отрывал 2 часа, наверное. Разогревал феном, потихоньку отрывал, остался клей. Клей я снимал обезжиривателем. Они немножко потеряли свой внешний вид. Но, в принципе, вот отсюда, даже при жестком касании, они держатся. В общем, такое замечание. Еще для меня странно, что на панели здесь нигде нету кнопки включения. Принтер включается только с обратной стороны. Выключить через меню его тоже нельзя. Для меня это очень и очень неудобно. Запускаем печать. Экран здесь цветной, сенсорный. Поехали. Начал печать маленькой шестерни, теперь уже на правильной стороне. Вот это я даю. Такие, ребята, у меня 2 шестеренки получились, модуль 2. В одной 32 зуба, в другой 16. Немного их доработаю сейчас на токарном, и надо будет еще одну распечатать. Ну вот уже что-то начинает вырисовываться. Так, ребят, почти все готово. Шестерни напечатаны, корпус практически готов. 2 части будущего корпуса, в котором будут установлены маленькие шестерни, я соединил воедино вот таким образом. Внизу предусмотрены подшипники 24 мм, а вверху, чтобы шестерни не перекашивало и не разбивало, предусмотрены упорные подшипники. Сейчас соберу, и можно будет поставить, посмотреть предварительно, что получается. Верхняя часть крышки, куда будет устанавливаться гибкий вал и фиксироваться.
Вот обратная часть. Сюда запрессована ответная часть упорного подшипника. Основную шестерню я также уже зафиксировал. Здесь насквозь я просверлил и нарезал резьбу на валу и зафиксировал резьбовым фиксатором. Зафиксировал пока на 2 болта. Нужно будет подобрать сюда симпатичные, такие же шестигранником. Нету подходящих по длине. Ну а так все работает, все крутится. Можно ставить гибкий вал и проверять уже, что у нас получилось. Вращение будет передавать стальной трос на концах квадратного сечения со сторонами 6 на 6 мм. Внутри предусмотрена смазка. Итак, вставляю сначала трос. На шестерне, если вы помните, тоже подогнано квадратное отверстие. Очень плотно. А теперь вставляем... О, плотненько тоже. Сам гибкий вал, корпус его. И фиксируем. Зрелище, конечно, не для слабонервных, но такая технология. Ну, надеюсь, все будет работать. И уже выяснил я недочет, так сказать. Из-за конструкции корпуса, из-за того, что трос должен заходить в шестерню поглубже, здесь вот с этой стороны, вы видите, он оказался в глубине. Либо здесь нужно будет немного укорачивать корпус, либо что-нибудь еще придумаю. Попробую запустить наше чудо усовершенствования. Все работает. Вот эта часть корпуса я еще не подгонял. Внутри также установлена ответная часть упорного подшипника. Надо будет подточить. И, может быть, закрою вот эту главную шестерню для безопасности. Посмотрим. Что-то уже вырисовывается, но, ребят, впереди еще много работы. Сюда предстоит мне выточить деталь переходную, чтобы крепить гибкий вал и чтобы соединить трос с ходовым винтом малой продольной подачи. Какая-то деталь будет, я еще не придумал. А на сегодня у меня все, друзья. Во второй части мы должны закончить это усовершенствование, запустить его в работу и попробовать нарезать уже настоящую конусную резьбу. Надеюсь, все получится. Ссылочку на принтер, кого заинтересовало, оставлю в описании. Зайдите, познакомьтесь подробнее. В общем, в этом году уже начинаю набирать обороты, начинаю двигать поршнями. Хватит отдыхать, надо работать. Вам спасибо, ребят, что смотрите меня. Всем пока, скоро увидимся.